Что такое технология сварки и зачем она нужна? Всем привет! Итак, значит, прежде чем начать основную часть данного видео, я хотел бы попросить вас, во-первых, досмотреть это видео до конца, так как вас в конце ждет сюрприз. И второе, обращайте, пожалуйста, внимание на ссылки в описании и на само описание в целом. Перейдем к основной части данного видео. Значит, при помощи сварки заделываются трещины, пробои, соединяются части сломанных деталей и восстанавливается неподвижность друг относительно друга при необходимости. По сути, нечто подобное я уже рассказывал в своих предыдущих видео с пайкой, о чем я буду достаточно часто делать отсылки. Ремонт сваркой могут проводить не только в стационарном режиме, но и в полевых условиях, что в свою очередь пайка похвастаться не может. Технологический процесс сваркой состоит из простых, вполне очевидных этапов. Это подготовка детали к сварке, сам процесс сварки и слесарные работы после сварки. Нечто логическое последовательность наблюдается опять-таки с пайкой. Значит, есть некоторые особенности, которые уже отличаются. Значит, первое, при ремонте трещин, например, придерживаются следующей технологии. Это трещины высверливают отверстия диаметром 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы трещина не увеличилась в размеры, так как на нее воздействуют те или иные нагрузки, которые исходят от нее или наоборот стремятся к ней в стороны и тому подобное. Данные отверстия, они как бы принимают на себя и глушат эту вибрацию, эту нагрузку. Второе. Производят зачистку детали с двух сторон на расстоянии примерно 15-20 мм, чтобы в процессе сварки достичь максимальной прочности детали, максимального контакта в процессе сварки. Третье. Если толщина детали превышает 5 мм, то в этом случае вырубается канавка на глубине 1/2 толщины стенки и по ширине 2/3. И поговорим о не менее важном и интересном. Это режим сварки. Как это делать? На глаз или есть свой алгоритм? Значит, первое. Сила тока выбирается по формуле. Сила тока это I. I равен K умножить на B, где K коэффициент зависимости от стенки, B это толщина стенки. И вот небольшая, скажем так, табличка или перечень значений. Значит, если толщина стенки варьируется от 1 до 2 мм, то коэффициент зависимости примерно 25-30. Если от 3 до 4, то лучше подбирать от 30 до 45. И если 5-6 мм толщина стенки, то лучше от 45 до 60. Далее это напряжение. Варьируется в пределах 25-40 вольт. Высчитывается примерно так же. Значит, Bn, B малое с индексом E равняется 1/2 умножить на B плюс толщина стенки 1-2 мм.
Третье. При заделке пробоя очистка поверхности изготавливают из заплаткой толщиной меньше 2 мм из СТ3. Сталь техническая тройка. По сегодняшней теме это все, что я хотел вам рассказать, но не забываем про сюрприз. Итак, всем тем, кто досмотрел до сей минуты, сюрприз заключается в следующем. Я хочу сравнить два способа, а именно сварку и пайку, между собой. Посмотреть более конкретные преимущества и недостатки каждого. Итак, за основу я взял примеры из пайки. Итак, начнем. Значит, пайка и сварка. Определение. Они выполняют одну и ту же функцию, а именно процесс неразъемного соединения с двумя или более металлическими деталями с помощью расплавленного металла или сплава, имеющий температуру плавления ниже, чем материал соединяемой детали. И там это верно. Теперь посмотрим поподробнее. Значит, что сварка, что пайка может при ремонте автомобиля пайкой или сваркой применяться для заделки пробоин и трещин радиаторов, топливных и масляных баков, трубопровода при ремонте электрооборудования, кабины. Вот это те определения, которые я уже вам перечислял в видео про восстановление деталей пайкой. Так вот, теперь перейдем к интересным, это характеристики. Посмотрим, где что похоже, где что отличается. Так, значит, пайка как способ восстановления деталей имеет ряд преимуществ. Простое и доступное оборудование. Сварка тоже. Теперь уточним этот момент. Значит, пайка, оборудование стоит, грубо говоря, где-то 300 рублей. И там сверху, там флюсы, припои, канифоли и так далее, да? Это уже сверху, там это уже как расходный материал. Там, ну, тоже плюс-минус где-то на 300 рублей наберется. Ну, даже может поменьше. Там, опять-таки, говорю, в зависимости от необходимости. Вот. И сварочный аппарат. Там я не углублялся, потому что мне сварка, так сказать, ну, на уровне любителя интересно. Возьмем сварочный аппарат, самый маленький такой, который сейчас на плече. Производитель там Ресант это. Он, значит, стоит, ну, примерно варьируется где-то 5000. Ощущаете разницу? 300 рублей и 5000. И там пачка электродов где-то, я даже не знаю сколько, но явно чуть поменьше, чем сварочный аппарат. Значит, второе. Высокая производительность при низкой себестоимости. Это пайка. Значит, к сварке это нельзя отнести. По сути, как сказать, высокая производительность имеется в виду то, что он может работать с различными материалами, там, сталью, чугун, цветные металлы с черным металлом. Да, это он может, но низкая себестоимость нет, не в этом случае. Третье – это сохранение форм, размеров, химический состав детали. Это пайка, чего в случае с сваркой этого сказать нельзя. Если вы хорошо помните, значит, про сварку, в этом случае сварка тут проигрывает в районе шва. То есть сваркой прошлись в этом месте. Это место сварка насытила своим азотом, водородом, что в свою очередь снижает прочность. Но вытекает отсюда пайка. Значит, в этом случае пайка все же проигрывает сварке, как мы уже по предыдущему видео знаем. У нее все равно будет низкая прочность. Но она может сочетать в себе различные материалы. Хотя ей уже опять-таки снова выходим к сварке. Если сварки не принципиальный вид металла, который, я уже говорю, черный металл и цветной металл, сварка между собой может каким-то образом сварить, то пайке принципиально, чтобы две спаянные детали были из одного материала. Далее, значит, удобно в эксплуатации. Это пайка.
тут согласен. Чего нельзя сказать об сварке? Ну, по сути, взять тот же малый сварочный аппарат, ну, вроде бы удобно, да, но он габаритный. Он именно габаритный. Но отсюда тоже вытекает недостаток пайки. То, что пайка может работать только от розетки. Ну, в домашних условиях. Конечно, можно его вытянуть на улицу, но зачем? Где логика? Вот, когда в свою очередь сварочный аппарат может работать как в стационарных режимах, так и в полевых условиях. В полевых условиях я уже говорил на примере передвижные автомастерские. Там тоже как раз была сварка. Ссылка, соответственно, будет в описании. Все ссылки будут в описании. Далее, значит, к недостаткам относится, я уже говорил про пайку, низкая прочность по сравнению со сваркой. Ну, вот, поговорим об особенности. Для увеличения диффузии влияют следующие факторы. А что такое диффузия, мы уже знаем еще со времен школы, там по физике. То, что диффузия – это взаимное проникновение молекул, атомов и так далее. Ну, то есть все, что ниже, там молекулярный уровень, атомный уровень. Вот, значит, первое, наличие чистых металлических поверхностей. Это для, я говорю, для пайки, просто сейчас повторяюсь. Это принципиально. Для сварки не принципиально. Второе, отсутствие окислов в расплавах припоя за счет применения специальных флюсов. Сварке же это не надо. Но единственное, зачисточку надобно сделать, о котором я буквально в этом видео рассказывал. Так что можете промотать назад и посмотреть. Это где зачистка рабочей поверхности 15-20 мм. Ну и материалы. Значит, пайка может взаимодействовать только чугун и сталь. Это как черный металл. И медь и алюминий. Это как цветной металл. Между собой уже как черный цветной металл уже не может взаимодействовать. Я даже не представляю. Ну, даже если можно, но это уж какой-то редко, наверное, встречается. Так вот, как я уже говорил ранее, минусы пайки – это плюсы сварки. Значит, я уже, опять-таки, говорил буквально минуту назад, то, что сварка может сварить с собой это как цветной и черный металл. Вот, но все же, на основании этой информации я буду топить за пайку в том плане, то, что она преимущественнее, в отличие от сварки. Я не хочу сказать то, что сварка плохая и от нее надо отказываться. Нет, просто на основании вышеизложенной информации я хочу сказать то, что пайка из перечисленных пунктов просто победила там. У нее оказалось больше преимуществ и меньше всего недостатков. Но опять-таки, каких недостатков? Самый первый и очевидный – это прочность. У сварки же наоборот. Мощные преимущества – это прочность. Когда во всем остальном она в той или иной мере все-таки проигрывает. Но я не хочу сказать то, что сварка плохая, как технология работы материала. Нет. Так вот, на основании этой информации я хочу сказать то, что заниматься пайкой очень даже интересно и экономически выгодно. Я рассматриваю данный вопрос с точки зрения студента, так как я сейчас являюсь студентом, там учиться в техникуме сейчас, то в принципе это и учащимся школ будет интересно. Например, если вы сможете этой технологией овладеть, даже элементарными восстановлением наушников, как вы можете видеть на данном примере, да, вы можете, скажем так, зарабатывать, иметь небольшой заработок при условии то, что вы, во-первых, там какой-нибудь учащийся школы, студент техникума, института. Вполне нормальная подработка. Вот если рассматривать на данном примере, да, восстановление, грубо говоря, цена вопроса 100 рублей, там пауэрбанки какие-нибудь, тому подобное. Или, опять-таки, восстановление проводов. Это очень, во-первых, интересно. Так, провода вот, от мультиметра. Смотрите, какой у меня в данном случае. В принципе, очень интересно заработок. Пассивный заработок. Допустим, цена вопроса с наушниками или там с проводами, ну, грубо говоря,
там 50-100 рублей, ну там уже по ситуации, да. Это первое. Во-вторых, вы нарабатываете себе навык и уже можете на что-то более интересное специализироваться. Как раз как в техническом обслуживании автомобиля, о котором я, собственно, и рассказываю. В будущем я планирую сделать видео, кстати, как я буду восстанавливать с помощью пайки данные объекты. Вот, ну, уже видео явно уже у меня вышло не на 5 минут, поэтому я прожму данное видео, данную тему. Решил все-таки дожать. Вот. Плюс, ну, это уже такое маленькое философское отступление, да. И я думаю, уже на этой минуте остались только не просто какие-то люди, которые случайно попали на мое видео, даже не мои подписчики, а мои настоящие подписчики. Так вот. Это хорошо тем, то, что, я говорю, если вы сможете обучиться такому, да, вы уже будете способны, ну, обучиться еще к чему-то более важному, к чему-то более интересному. И как я уже рассказывал в своем трейлере к каналу, да, вот, допустим, в автосервисе, да, допустим, механику, электрику, будет невыгодно там искать где-то пробой, трещины, там короткое замыкание, из-за чего происходит, из-за чего там панель не работает, да, ему проще там, грубо говоря, продиагностировать, дать команду обычным механикам и уже это, чтобы они работали, а он, грубо говоря, 300 рублей себе заработал. Во-первых, он физически не напрягся, голову не ломал, он просто вставил штекер или, ну, тем же мультиметром, да, тем же мультиметром, нашел причину, заменил, грубо говоря, лампочку, все, 300 рублей его, хотя он физически ничего не сделал. Вот, и поэтому я загорелся такой идеей, которую я расскажу в последующих видео. Ну, в каком-то видео вот наберу побольше информации и тому подобное, ресурсы, и уже сделаю прям видео на эту тему. Вот. Суть заключается в том, как вы уже знаете из видео по трейлеру, чтобы разгрузить основные СТО вот этими мелкими с точки зрения экономии, ну то есть, которые мало оплачиваются, да, разгрузить основные станции технического обслуживания малыми предприятиями, там, мануфактурой, вот, чтобы уже на СТО занимаясь более важными, более острыми. Во-первых, у них должен по итогу вырасти доход. У людей, которые занимаются мануфактурой, ну, я говорю, беру в основном как себя, как студента. Студенты должны найти себе работу, уже что-то иметь, и уже набрав опыт, навыки, нужную информацию и так далее, уже перейти в станцию технического обслуживания и уже там заниматься, чтобы еще больше зарабатывать. Вот. Но, опять-таки повторюсь, я уже не раз это говорил, то, что я все рассматриваю со своей точки зрения, о чем хочу рассказать и вам. Но это на сегодня, это все, что я хотел рассказать. Я считаю, то, что тема действительно была очень интересная. Так что, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. Если были какие-то ошибки с моей стороны, то пишите. Если есть у кого-то какие-то предложения по видео, то тоже пишите. Давайте разберем, изучим. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол. Также обращайте внимание на мой канал в раздел обсуждения. Там я оставил 2 сообщения. Пожалуйста, обратите на них внимание. Пока что на этом все. Всем спасибо. И пробуйте, развивайтесь. Это очень полезно и очень интересно. Всем удачи.